Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Сегодня поговорим с вами по поводу двух кораблей от Crusader. Ares Ion и Ares Inferno. Начнем с описания этого корабля. Сеть из страх в коридорах самых грозных боевых кораблей и фрегатов с помощью Ares Ion. Этот вариант, оснащенный лазером, производит невероятно мощные выстрелы, способные быстро вывести из строя щиты даже самых крупных вражеских кораблей. Ares Inferno — это сила, с которой нельзя не считаться, будь то командование экипажем или охота на крупные корабли в одиночку. Этот вариант, оснащенный баллистическим пулеметом Гатлинг, пробивает броню боевых кораблей и за считанные секунды превращает в пыль небольшие истребители. Как вы, наверное, поняли из превью, корабли с виду одинаковые, различаются они только главным орудием, которое на секундочку 7-го размера. У Иона это лазерное орудие, причем это именно орудие с низкой скорострельностью, а у Инферно это Гатлинг 7-го размера, что внушает уважение и страх у противников. По внутрянке они одинаковые, а именно 3 охладителя 2-го размера. Квантовый двигатель 2-го размера, радар 2-го размера, 2 силовые 2-го размера и 2 щитов 2-го размера. По ракетам также одно и то же. В стойке 1 подвес 7-го размера и 2 подвеса 5-го размера, что в сумме дает 20 ракет 3-го размера, что действительно много. По ХП корпуса они одинаковые, 3860 единиц, если верить сайту ДПС Калькулятор. А по щитам их можно раскачать до 12340 щитов. Доступ к модулям корабля имеется. Для этого вам нужно будет на него забраться и пооткрывать все, что находится в его центре на гребне. Кабина простая, всего 4 монитора, а между ними есть радары. Есть всяческие кнопочки, не все которые работают. И, конечно же, есть рычаг катапультирования, с которым нужно будет быть осторожным. Но цифры цифрами, что там по управляемости? Полет в космосе внушает доверие, учитывая, что это именно тяжелый истребитель. Он хотя бы как-то доповорачивает, и на этом спасибо. С мелочью, конечно, будут проблемы в маневренном бою, тут уж никак без этого. Полет на планете с плотной атмосферой не очень-то и маневренный, но будем честны, такое почти у всех кораблей. А между прочим, в игре еще планируется аэродинамика, и что будет тогда, я вообще не знаю. Благо у Ареса моделька летающего крыла, так что, может быть, все будет не так уж и плохо. В любом случае, Гладиус летает получше и будет летать с аэродинамикой еще лучше, чем Арес. Как-никак легкий истребитель. И, конечно же, обзор на Гладиуса есть на канале, как и целый плейлист с обзорами кораблей Star Citizen. Ссылочка в описании, как и ссылка на мой телеграм-канал, где выходит информация по поводу Star Citizen, и не только. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Мы возвращаемся к теме видео. В игре за 4 725 000 внутриигровой валюты вы можете его приобрести на Crusader Showroom, а на официальном сайте с вас попросят $250. Стоят они оба одинаково, что в игре, что на сайте. Боевка на Ионе. На нем у вас будет следующая ситуация. Мелочь по типу Авроры, Буканира, Гладиуса и кораблей их же размеров и маневренности доставят вам проблемы. Нет, они не будут вас пробивать, даже если таких кораблей будет 1, 2 или 3. Вы просто задолбаетесь по ним попадать, так как у вас первое — очень низкая скорострельность. Второе — низкая скорость полета снаряда. Цель будет очень быстро менять направление, из-за чего хоть как-то по ним попадать возможно будет на небольшой дистанции. Корабли по типу Катласа Блэка не будут для вас проблемой от слова совсем. Вы будете и нормально по ним попадать, и быстро их уничтожать. С фрилансером придется чутка подольше повозиться в плане нанесения урона. Уничтожите вы их тоже быстро. Неповоротливый Корсар, как и Андромеда, это по ощущениям ваши основные цели, и с ними также не будет проблем. У них еще меньше маневренности, а стрелять по ним придется недолго, но зато проще, учитывая то, что они более большого размера. А вот когда вы столкнетесь с Хаммерхедом, тут придется повозиться и держать дистанцию, чтобы его турели по вам не попадали, а вы спокойно по нему могли стрелять. Против мелочи не очень, хотя со временем вы привыкнете и будете нормально по ней попадать. Все, что размером с Катласа Блэка и больше, пойдет без проблем. Все, что маленькое, будет проблемой. А всяческие корабли-одноклассники по типу различных модификаций вангурдов под управлением NPC тоже у вас не вызовут проблем, что приятно. Боевка на Инферно с 7-м Гатлингов против мелочи
идет попроще, чем на Ионе, из-за скорострельности орудия. Но все равно, попасть по мелочи проблематично. Корабли, как Аврора, Буканир, Гладиус, не заставят вас страдать, так как на лазерном орудии Иона, но все же неприятно. А вот Катласа сдувает довольно быстро. Напоминаю то, что у нас кинетическое оружие бьет сквозь щиты. Со штрафом, но сквозь щиты. Фрилансер также не особо долго жил. Вангурд жил уже подольше, чем когда мы были на Ионе, но все равно проблем сильных не было. Корсар развалился что-то даже слишком быстро, и я ожидал то, что этот бой с ним будет подольше. На Хаммерхеда также удалось сходить, но по ощущениям оно шло не так бодро, как на том же Ионе. В принципе, Ион больше под большие корабли, а Инферно, скажем, под средние, если Хаммерхед это большой. Насколько вы знаете, в «Звездном гражданине», он же Star Citizen, гигантское количество кораблей. А тяжелых истребителей у нас не так уж и много. В игре у нас всего лишь 2 модификации Ареса, 2 F8, 2 версии Гвардиана, 1 Хурикейн, 2 версии Скорпиуса и 3 версии Вангурда. Арес в этом плане, конечно, подходит больше под уничтожение средних и в кавычках больших кораблей по типу Хаммерхеда. Это край из боевых, на что бы я полетел на нем. И как-никак тут у нас нету турелей, и вам не нужно с собой брать еще одного пилота, чтобы получить полный доступный урон вашего корабля. Напишите в комментарии, какой бы вы корабль брали из этих двух, будет очень интересно почитать. И обязательно напишите почему. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.